Лев утащил маленького слоненка, однако дальнейшие события поистине потрясут вас. Уважаемые зрители, напишите в комментариях, откуда вы смотрите. Нам очень интересно узнать, из какого вы города. Приятного вам просмотра. Под ярким полуденным солнцем, заливавшим саванну ослепительным светом, каменистое дно пересохшей реки эсточило зной. Стадо слонов уже скрылось вдали. После него осталось лишь густое золотистое облако пыли, которое медленно уносил горячий ветер. Слоненок по имени Тумо слишком увлекся, наблюдая за водой. Дрожащие солнечные зайчики на поверхности отвлекли его, и он не заметил, как его собственные ножки унесли его далеко от сородичей по раскаленной земле. Когда вокруг неожиданно воцарилась непривычная тишина, Тумо застыл в сухой траве. Его уши нервно подрагивали от беспокойства и растерянности. Ветер донес запах пыли, смешанный с резким, угрожающим ароматом хищника, и мир словно уменьшился. С каждым вдохом воздух казался все более тяжелым. В тени далекой акации, почти сливаясь с землей, лежал лев. Его холодный, сосредоточенный взгляд был прикован к маленькой фигурке. В следующий миг он вскочил и рванул нападать. Песок взметнулся, и мирная картина мгновенно превратилась в пылающий ужас. Тумо развернулся и бросился бежать. Но мощный толчок опрокинул его на землю. Пыль покрыла глаза и все тело. Лев, используя всю свою мощь, потащил добычу в сторону к уединенному месту за колючими кустарниками, где солнечный свет, пробиваясь сквозь листву, становился тусклым. Кожа Тумо была покрыта жгучими царапинами. Дыхание становилось сбивчивым. Слабые крики терялись в ветре. Лев стоял, напрягая мускулы, стараясь удержать добычу, в то время как слоненок мог лишь судорожно дергаться и терпеть. Внезапно земля слегка содрогнулась. Тяжелые торопливые шаги и яростный протяжный рев слонихи разорвали воздух. Столкнувшись с этой сокрушительной силой, лев был вынужден отступить. Шаг за шагом он отходил все дальше, пока не скрылся в высокой траве. Слониха бросилась вперед и встала рядом со своим детенышем. Ее уши распахнулись, словно живой щит. Она наклонилась и бережно дотронулась хоботом до спины Тумо, проверяя дыхание. Ее взгляд прилип к покрытому пылью тельцу. Тумо тихо всхлипнул. Его ноги дрожали. Он отчаянно потянул хобот к матери, будто хватаясь за последнюю ниточку безопасности. Слониха издала долгий протяжный звук. Этот тяжелый крик эхом прокатился по равнине, словно созывая все стадо и взывая к самому небу, как к свидетелю. Слониха осторожно раздвинула сухую траву, создавая более прохладное место, и нежно коснулась детеныша хоботом. Затем она замерла, прислушиваясь, будто надеясь услышать ответ. Но в ответ был лишь ветер. Ее крики постепенно сменились на учащенный, настойчивый ритм, похожий на мольбу о спасении. В это же время под тем же палящим солнцем два смотрителя заповедника, Дэвид и Калу, совершали обход вдоль его границы. Их одежда была пропитана потом и пылью. Они привыкли к обычным звукам саванны, но сегодня их насторожил непрекращающийся рев слонов, не похожий на привычный. Дэвид дал знак остановиться. Они замерли, определяя направление, затем двинулись не спеша, следуя за звуком. Вдалеке они увидели слониху, стоявшую и беспокойно поворачивавшуюся на открытом месте. Ее хобот резко раскачивался. Уши дергались от паники. Калу понизил голос, чтобы не спровоцировать конфликт. Дэвид поднял обе руки, показывая, что не представляет опасности. Они приближались короткими перебежками, соблюдая дистанцию, давая слонихе время привыкнуть к человеческому запаху. Под ярким светом Дэвид разглядел Тумо, лежавшего на боку. Его тело было покрыто пылью и запекшейся кровью. Дыхание было слабым и еле заметным. Калу встретился взглядом со слонихой и понял, что перед ними не ярость, а отчаянная мольба о помощи.
Дэвид осторожно осмотрел раны, оценивая высокий риск заражения из-за жары и грязи. Слониха встала перед детенышем, преграждая путь половины тела, но вместо атаки издала низкий умоляющий звук. Дэвид приложил руку к груди и указал на аптечку, словно давая обещание помочь. Слониха замерла, затем медленно отступила, оставляя крошечный шанс на спасение. Калу стоял поодаль, поддерживая зрительный контакт со слонихой и тихо говоря успокаивающим тоном. Дэвид обработал раны антисептиком, очищая кожу от грязи и снижая риск инфекции. Тумо слабо вздрогнул и попытался дотянуться хоботом до ноги матери. Дэвид аккуратно наложил повязку, достаточно тугую, чтобы остановить кровь. Калу протянул слонихе бутылку с водой, давая ей понюхать, не заставляя пить. Слониха глубоко вздохнула. Уши ее слегка опустились. Напряжение немного спало. Дэвид проверил рефлексы ног Тумо и кивнул. Требовалась срочная перевозка. Смотрители расстелили плотный брезент в кузове машины, осторожно подняли слоненка и уложили его, поддерживая тело. Дэвид сел рядом, придерживая голову, пока Калу медленно вел машину по разбитой дороге. Слониха бежала рядом, время от времени касаясь бортов хоботом, словно считая удары сердца своего детеныша. На станции их ждал крытый загон с соломой и свежей травой. Тумо перенесли внутрь. Слониху оставили рядом, освещая пространство мягким светом, чтобы она не теряла его из виду. Прибыли ветеринары. Была сделана анестезия. Раны тщательно очистили, удалив песок и грязь, затем аккуратно зашили и наложили новую повязку. Все это время Дэвид и Калу тихо разговаривали со слонихой, давая понять, что детеныша не отнимут. Когда действие наркоза прошло, Тумо медленно открыл глаза. Он был слаб, но жив. Слониха тут же приблизилась, прикрывая его своим телом от ветра, и коснулась хоботом его лба. Слоненок попытался встать, пошатнулся и прижался к матери. Дни шли. Раны заживали. Боль отступала. К 7-му дню Тумо уже делал уверенные шаги. Когда ворота заповедника открылись, слониха вышла первой. За ней последовал слоненок. Впереди, вдали, показалось стадо, и они вновь слились с ним в знакомый защитный круг, словно возвращаясь домой после долгого шторма. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. До новых встреч!